теперь я 2 раза в неделю учусь танцам Юсакой. Вот так вот. Это было полгода назад, и за это время наша команда прошла достаточно длинный и интересный путь. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как команда под названием Юрин Юсакой этот путь прошла, и как мы, собственно, выступили на нашей первой сцене в городе Вроцлав, Польша. 8 килограмм 400 грамм. Именно столько весит рюкзак. Знаете, мне кажется, надо придумать что-то более оригинальное для начала видео. Okay, are you ready for 18 hours trip? Yes, I'm ready. Для меня эта история началась как раз-таки 25 марта этого года, когда я пришел на конкурс японской речи. Но, в принципе, история команды берет начало чуть раньше, в феврале этого года, когда Вика, вернувшись из Швеции, где она проучилась несколько лет и параллельно там общалась с местной Юсакой командой, решила сделать команду у нас здесь, в Эстонии. Таким образом, к команде на тот момент, состоящей из 2 человек, чуть позже присоединился я, уже после конкурса японской речи, когда я, собственно, и узнал о том, что у нас существует такая вещь, как Юсакой, точнее, только начиная существовать. И таким образом нас уже стало 3, и со временем мы постепенно стали набирать все новых и новых людей. Кто-то приходил 1 раз, и больше мы их не видели, кто-то приходил несколько раз, но, к сожалению, в конечном итоге больше никакой инициативы от этих людей не исходило. Но есть по-прежнему люди, которые уже давно ходят и полноправно считаются полноценными членами нашей команды. Нас сейчас насчитывается 8 человек, я надеюсь, это число будет расти, мы сейчас ищем все новых и новых участников. Но вернемся чуть-чуть назад. Изначально, кстати, я даже не знал, что такое Юсакой, у меня не было практически никакого представления, зато единственный танец в стиле Юсакой, который я вообще видел, знал, это Сорен Буши или Сорен Буси, если вы сторонник системы Полеонова, как и я, кстати говоря. Поэтому я буду говорить Сорен Буси в дальнейшем. Это танец, который... Вообще, это самый, скажем так, культовый, самый символичный танец Юсакой, один из самых традиционных, и он фигурировал в аниме «Госпожа Кагуя», где я его, собственно говоря, и увидел. Потом я находил еще именно записи других команд. Тоже с этим танцем Сорен Буси я скидываю Хине. Такой, вот, ну, если это будет выглядеть так, то я в деле. Ну, я в деле. Ну, типа, это выглядит именно так, как я себе представлял, даже круче. И со временем я стал понимать, что это реально это тот стиль, которым я проникся, который вообще, не знаю, который меня зацепил. На тот момент, когда я только присоединился, у нас названия команды еще не было, мы его придумали чуть позже. Мы придумали название Юрин Юсакой. Юрин по-японски означает «вечерний колокол», и более того, первый канзи в слове «юрин» выглядит точно так же, как и катакана «та», которая стоит в начале названия города Таллин, поэтому символизма в этом названии хоть отбавляй. Также у нас после этого проходил тимбилдинг, где мы делали шашлычки, чилили, и самое главное, придумали прозвища членов нашей команды, которых на тот момент, по-моему, было 4. Вику теперь зовут Хина, Марис — это Каги, также у нас есть Ливия, которой мы дали прозвище Ики, и меня стали провозглашать Мирай, что по-японски значит «будущее». Поскольку я был на тот момент самым молодым членом команды, и на меня, скажем, возлагаются определенные надежды. Ну и в определенный момент Хина сообщает нам, что мы приглашены на фестиваль Нами Айрендо, который проходит в городе Вроцлав, в Польше. И примерно после этого мы начинаем делать себе хаппи. Специальные костюмы для выступления и для последующих выступлений также, которые мы, кстати, шили полностью самостоятельно.
своими руками, на свои деньги. Ну и, собственно, переходя постепенно к поездке, во-первых, хочется упомянуть, что нас было 5, и мы разделились на 2 группы. На группу, которая летит в Польшу на самолете, и группа, которая ездит на автобусе. И угадайте, кто ехал 23 или даже 24 часа от Таллина до Вроцлава на автобусе. Конечно же, это был я. И поскольку нам не очень хотелось разлагаться в автобусе и потом выходить просто неспособными двигаться вообще с атрофированными мышцами, я не знаю. Короче, мы решили, у нас была такая сначала очень спонтанная идея на каждой остановке танцевать как раз-таки тот самый Сорен. Сначала это было смешно, потом мы подумали, что да, мы будем танцевать на остановках. И так и было, мы станцевали, получается, 4 раза. Первый раз мы станцевали еще в Таллине, потом мы станцевали в Перну, потом мы станцевали в Риге и в Вильнюсе. 4 часа. Осталось еще где-то 17-18. И мы сейчас будем танцевать здесь, в Риге. Мы могли, в принципе, танцевать и дальше. У нас было еще несколько достаточно длинных остановок в других городах, в том числе и в Варшаве. Но я все-таки достаточно уже подустал на тот момент. Уже даже не от сидения, а наоборот от изнурительных танцев. Первое впечатление от общения с поляками было такое. По-английски они не говорят ни слова, а вот по-русски можно попробовать. У нас произошла история, связанная с этим еще в самом начале, когда мы пытались заселиться, потому что в условиях заселения было сказано, что мы должны зайти за ключом в соседний магазин. Мы заходим в Жабку. Я спрашиваю по-английски у продавцов, нам нужен ключ. На меня смотрят с круглыми глазами, не понимают, что я хочу. Мы с Хиной, получается, в команде единственные русские, поэтому мы обычно, если между собой говорим что-то, мы говорим по-русски, и у нас мелькает слово «ключ», и поляки такие сразу: так вам ключ нужен. Что-то по-польски говорят, потому что они по-английски, оказывается, вообще ни слова. Но когда мы сказали «ключ», видимо, это слово, которое в польском языке звучит точно так же, как мы выяснили позже, и они, в принципе, сразу среагировали. Чуть позже позвонили хозяину уже, там пришел хозяин, и мы уже с ним по-английски договорились, и, он нас проводил в квартиру. Впечатление от квартиры, кстати говоря, было очень положительное. От самой квартиры, но, кстати, не от общения с хостом, потому что мы несколько раз пытались спросить, во-первых, можно ли у вас оставить заранее багаж. Потом когда мы уже выселялись, мы выпытывали у них, можно ли здесь тоже оставить багаж, просто чтобы потом вернуться за ним и уже уехать, потому что мы выселяемся утром, а уезжаем ближе к вечеру, и мы не хотим таскаться с этим багажом. У нас из-за этого потом были проблемы, потому что мы до хоста так и не достучались, а место, где можно оставить багаж, мы не нашли, потому что все сейфы были заняты на вокзале. Поэтому общение с хостом оставило не самое приятное впечатление, зато квартирка приятная. Вот вам небольшой тур. В общем, я начну сначала, потому что это имеет смысл больше. Прихожая, значит. Прихожая. Обычная дверь, обычные шкафы, но, я не знаю, здесь все очень красиво и классно. Туалет, ванная. Для меня, кстати, самое главное всегда, чтобы ванная была качественная, хорошая, удобная. И я только что затестил, душ там очень классный. Все очень светлое, приятное, чистое. Кухня тоже кайфовая. Все очень чисто, аккуратно. Газовая плита. Чайник такой тоже стильный. Работает.
Микроволновка есть. Если не у всех есть микроволновка, но здесь она есть. Духовка. Слишком много, мне кажется, для 3 дней, но, возможно, что-то из этого мы используем. Холодильник. Тоже какой-то супер умный холодильник, судя по всему, потому что здесь какой-то экран даже есть. Ничего нет, странно. Морозилка. Так, ну здесь я живу эти 2-3 дня. Здесь уже все относительно убрано. А до этого был бардак. У меня всегда бардак, у меня в автобусе был бардак, здесь у меня был бардак, но я все более-менее убрал. У меня тут целое рабочее место. Рабочее место. Я тут, я не знаю, я слишком комфортно здесь устроился для человека, который собирается путешествовать, а не сидеть в квартире. Но здесь у меня и ноутбук, наушники, свич, геймпад, провода всякие, еда даже есть. Короче, я не знаю, я здесь, в принципе, мог бы выжить неделю, вот, сидя за этим столом. Так, что еще? Ну, собственно, вот эта комната. Самая большая. И самый главный атрибут. Хаппи. Лестница на 2-й этаж, самое интересное. Там тоже живут люди, спят. Телевизор. Очень хороший, судя по всему, телевизор. 3 пульта. Зачем-то. Ну ладно. Знакомство с городом мы начали с традиционной польской кухней, от которой, если честно, мне изначально не было вообще никаких положительных ожиданий, потому что, ну, я не знаю, я просто когда гуглю картинки по запросу «польская кухня», фотографии выглядят, ну, далеко не так привлекательно, как, ну, например, если ты ищешь картинки, там, японской кухни, там, не знаю, итальянской кухни. Но, тем не менее, Хина предложила сходить в один замечательный ресторан, который она сама нашла, и мы поели там очень вкусные пироги, мы поели очень вкусные пельмени. Мне там все понравилось, было просто, не знаю, великолепно. Было очень разнообразное ассорти, как они склоняются вообще, пирогов, это уже немного другое слово, ладно. Короче, были пироги вообще с разнообразными начинками, там с говядиной, с курицей, со свининой, с черным пудингом, с уткой, со шпинатом. Вообще все попробовал, все понравилось. Остался сыт на весь день. Мы сходили еще в тот день на смотровую площадку, в Вроцлавский университет, в ботанический сад. И еще мы фоткали каждого гнома, который попадался нам на пути, потому что, оказывается, вот эти гномы, у них, видимо, какая-то традиция в городе, я не знаю, они просто на каждом углу. В конце дня мы встретились с Ирукой. Это член шведской ясокой команды, которая организовала нам очень спонтанную встречу с польской командой Sakura Mai. Well, you are definitely older than me. Not everybody, I think. Yeah, almost, but he's not here. Jurin to znaczy wieczorny dzwonek, ale kryje się za tym gra słów trudna dla mnie do wytłumaczenia z słowem czy też z nazwą Tallinn. Ja już uciekam, bo zespół stoi za mną i nie wypada go zasłaniać. Официальное открытие фестиваля было назначено на 3 часа дня. В этот момент все выступающие фестиваля выходят на парад, который ведут со знаменитым йосокой танцем Наруко Одори 5 команд. Польская Sakura Mai, чешская Ханамару, венгерская Амиагари,
шведская Бякуя и наша эстонская Юрин. И после этого каждый час вплоть до конца фестиваля было Йосакой выступление от разных команд. Были выступления, где мы танцевали все вместе, всем составом. Были номера, где каждая команда выступала по отдельности. В нашем случае мы выступали вместе со шведами, потому что от Швеции приехало всего 2 человека, поэтому они не могли представлять как бы отдельно свою команду, поэтому мы, скажем так, танцевали вместе. И был номер, где мы все были в наших юриновских костюмах. И был другой номер, где мы уже представляли Бякуя с их хаппи. В Соренбусе мы танцевали всем составом, все 5 команд. И это было очень динамично, хотя бы потому, что все как и Гоя, которые мы выкрикивали вместе. И это звучало очень громко, очень динамично. You'll see how it goes. Że jestem gotowy na tę ostateczną lekcję, na lekcję prawdziwego stronnictwa. To prawda, panie Sknero, byłeś mi dobrze i rzeczywiście wydaje mi się, że jesteś już gotowy na tę ostateczną. Между тем, мы, как представители Юрин Йосакой, выступали с моим любимым на тот момент Ганко. Также мы выступали уже от лица Бякуя с Сагами Хараранбу. Я не буду сейчас перечислять все номера, хотя бы потому, что я не уверен, что я сейчас все вспомню, но лично от меня Honorable Mention такой — это Street of the Soren, которые представляли целых 3 команды. Это чешская Ханамару,
Шведская Бьякуя и Хина от нашей команды. Они все были от лица чехов. И на тот момент это был, скажем так, мой любимый номер из тех, которые мы еще не учили. В данный момент, на момент съемки этого видео, мы его уже учим, и я смело могу сказать, что он, для меня лично он переплюнул Ганку уже, потому что, по динамике мне очень приятно вообще, очень круто его танцевать, и мне не терпится, когда мы наконец-то его уже добьем и впервые с ним выступим. Помимо этого, мы также всем составом танцевали в самом конце Кону Чие, который послужил уже, скажем так, закрытием фестиваля. Ну и напоследок хочется упомянуть, что, во-первых, у нас после Польши еще проходило выступление в Солярисе на мероприятии под названием Токумару Япони Турк, где мы уже пришли чуть большим составом, потому что у нас уже чуть-чуть поприбавилось на пару человек. И также хочется упомянуть, что на данный момент у нас запланировано целых 3 мероприятия в дальнейшем, где мы выступаем. Это, во-первых, Pumpkin Fest, который будет вроде как 28 октября. Потом у нас, получается, не сразу, через неделю после этого у нас будет День японской культуры, который, кстати говоря, еще не совсем понятно, в какой день, то ли 4, то ли 5 ноября. Ну и через месяц после этого у нас будет, по-моему, 2 декабря выступление в Тарту на фестивале Анимацури. Более точная информация нам пока еще неизвестна, тем не менее, такие нас ждут мероприятия, где мы выступаем, и хочется верить, что мы продолжим расти в том же темпе, набирать все больше участников, участвовать в различных мероприятиях, расти в целом как команда и вообще ставить большие цели и достигать их. На этом, наверное, все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До встречи! Ну, точнее как, скорее я такой заинтересовался, а что это у вас тут происходит, это команда, значит, со временем мы постепенно стали набирать все новых и новых людей, кто-то приходил один раз и больше не возвращался, это немного не так звучало, в этот день меня стали называть Мирай, что по-японски значит будущее, то есть такое достаточно... Я просто... Позже мы сделали лого для своей команды, Вика стала Хиной. Вику теперь зовут Хина. И на меня, скажем так, возлагались большие надежды в плане, в целом, продвижения команды, в плане того, что за мной будущее команды
я не знаю. Короче, на меня возлагают очень большие надежды, поэтому уходить из этой команды просто... Короче, на меня возлагают большие надежды, скажем так. Ну и меня стали провозглашать Мирай, что по-японски значит «будущее», поскольку на тот момент я был самым молодым участником группы. Ну и меня стали провозглашать Мирай, поскольку на тот момент... Мирай по-японски значит «будущее». Ну и меня на тот момент... Ну и меня стали провозглашать Мирай. Специальную одежду, специальные костюмы для выступления, чтобы мы вышли на сцену не в чем попало, а все-таки в каких-то одинаковых костюмах, чтобы выглядеть как полноценная команда. И Йосокой, что такое Йосокой? Я в первый раз слышал это слово, когда только присоединился к команде. Но я вообще полностью потерял структуру. Мне хочется просто провалиться под землю сейчас. Я столько воды налил. Это просто кошмар, чтобы было видно, что мы представляем. Я не умею говорить. Переходя постепенно к поездке, переходя постепенно к поездке, общение с хостом оставило не самое приятное впечатление, зато квартирка приятная. Вот вам небольшой тур, потому что вот вам небольшой тур от меня, потому что мне показалось там, в принципе, квартирка в целом такая приятная, уютная. Еще и камера садится, ну пиздец.